Урок 1. Тебе нравится суши? Привет. Анна, тебе нравятся суши? Привет, Джон. Я очень люблю суши. А как же ты? Я нахожу это увлекательным. Вы пробовали какие-нибудь необычные типы? Да. Однажды я ел суши с осьминогами. Было удивительно вкусно. Осьминог. Звучит авантюрно. На что была похожа текстура? Немного жевательный, но вкус приятный. Ты предпочитаешь роллы или сашими? Я склоняюсь к роллам. Они кажутся более сытными. Какой твой любимый ролл? Ролл дракона. Он такой красочный. В нем есть креветки и угорь. Звучит потрясающе. Мне нравится острый ролл с тунцом. Ты это ел? Да, это классика. Пряность добавляет приятного вкуса, не так ли? Абсолютно. Кстати, как вы относитесь к васаби? Мне нравится. Это похоже на взрыв вкуса. Вы много пользуетесь. Совсем немного. Слишком многое может ошеломить меня. Согласен. Это определенно впечатляет. Как ты относишься к соевому соусу? Очень важно. Усиливает вкус, особенно при приготовлении суши. Именно так. А как же десерт после этого? Есть мысли. Я думаю о мороженом моти. Это прекрасное завершение ужина с суши. Отличный выбор. Обожаю аромат зеленого чая. А что у тебя? Обожаю манго. Оно такое освежающее и фруктовое. Урок 2. Карьерное наверстывание упущений. Привет, Анна. Прошло много времени с тех пор, как мы в последний раз встречались. Как поживаете? Привет, Джон. Это действительно так. На работе я был занят новым проектом. Как насчет тебя? У меня все хорошо. Недавно я перешла на руководящую должность, и это стало настоящим изменением. Это захватывающе. Как вы справляетесь с новыми обязанностями? Это сложно, но полезно. Я многое узнаю о лидерстве и динамике команды. Приятно это слышать. Я сам сосредоточился на управлении проектами. Очень интересно все организовывать. Это точно. Над какими проектами вы работаете? В настоящее время я возглавляю маркетинговую кампанию по запуску нового продукта. Это одновременно захватывающе и напряженно. Могу я прицель? Используете ли вы какие-либо новые стратегии для компании? Да, мы привлекаем влиятельных лиц в социальных сетях для охвата более широкой аудитории. Испробовали ли вы какие-либо инновационные подходы в своей роли? Мы экспериментировали с гибкими методологиями для улучшения рабочего процесса. Это оказалось довольно эффективным. Звучит интересно. Я много слышал об Агиле. Вы заметили разницу в производительности своей команды? Определенно, команда чувствует себя более энергичной и вовлеченной. Удивительно, на что способна гибкость.
Мне это нравится. Главное — поддерживать мотивацию команды. Есть ли у вас какие-либо советы по эффективному управлению командой? Коммуникация имеет решающее значение. Я стараюсь регулярно регистрироваться, чтобы все чувствовали себя услышанными. Это умная стратегия. То же самое я делаю со своей командой. Это действительно помогает завоевать доверие. Абсолютно. Приятно наверстать упущенное и поделиться идеями. Давайте сделаем это регулярным занятием. Урок 3. Учеба за рубежом. Мечта. Привет, Анна. Я подумываю об обучении за границей. Что скажешь? Привет, Джон. Похоже, это невероятная возможность. Какую страну вы рассматриваете? Я склоняюсь к Канаде. Я много слышала об их системе образования. Канада. Отличный выбор. Университеты первоклассные, а культура гостеприимная. Именно так. Кроме того, мне всегда хотелось заняться там зимними видами спорта. Ты когда-нибудь здесь бывал? Зимой я побывал здесь один раз, и там было прекрасно. Катание на лыжах в скалистых горах незабываемо. Звучит потрясающе. Я бы с удовольствием попробовал покататься на лыжах. Что еще тебе понравилось в поездке? Гастрономическая сцена была просто фантастической. Мне нравилось пробовать лакомства с путиным и кленовым сиропом. Вкусно. Я слышала, что обязательно стоит попробовать Путина. Есть ли какие-либо конкретные школы, которые вы имеете в виду? Да, я изучал университет Торонто. Их программы впечатляют. Отличный вариант. Я слышал, что кампус тоже прекрасен. Что бы вы там изучали? Меня интересует наука об окружающей среде. Я хочу сосредоточиться на устойчивом развитии. Это очень важная область. Я рассматриваю возможность управления бизнесом. Какие-нибудь советы по подаче заявки? Начни пораньше. Подготовьте документы и получите убедительные рекомендательные письма. Это имеет большое значение. Хороший совет. Мне также нужно освежить свои языковые навыки. Какие ресурсы вы рекомендуете? Абсолютно. Онлайн-курсы и приложения для языкового обмена отлично подходят для практики. Я рассмотрю их. Я в восторге от этого путешествия, но оно тоже немного запутанное. Такое чувство естественно. Просто делайте это шаг за шагом, и все будет в порядке. Спасибо, Анна. Ваша поддержка очень много значит. Давайте будем держать друг друга в курсе наших планов. Урок 4. Освоение приготовления барбекю. Привет, Анна. Я так рада сегодня устроить барбекю. Как думаешь, что нам приготовить? Привет, Джон. Лучше всего готовить на гриле. Я предлагаю маринованную курицу и немного овощей для красочного блюда. Отличная идея. Обожаю овощи на гриле. У тебя есть любимый маринад для курицы? Обычно я выбираю смесь оливкового масла, чеснока и лимонного сока. Это придает такой свежий вкус. Звучит очень вкусно. Я также слышал, что добавление трав, таких как розмарин,
действительно улучшает вкус. Абсолютно. Свежие травы могут иметь огромное значение. Есть ли у вас в саду травы? Да, у меня растут базилик и тимьян. Я обязательно воспользуюсь ими. Как насчет того, чтобы приправить овощи? Немного соли, перца и немного бальзамического уксуса творит чудеса. Это просто, но вкусно. Обожаю бальзамический уксус. Должны ли мы жарить овощи отдельно или бросить их на тот же гриль, что и курицу? Я рекомендую жарить их отдельно. Таким образом, они не пережарятся вместе с курицей. Умное мышление. Я устрою отдельную зону для гриля для овощей. Как долго вы обычно готовите курицу? Примерно 6-8 минут с каждой стороны, в зависимости от толщины. Всегда проверяйте внутреннюю температуру. Верно. Безопасность превыше всего. В чем заключается ваш трюк, чтобы узнать, когда курица готова? Обычно я разрежаю самую толстую часть, чтобы проверить, не розовая ли она. Это надежный метод. Отличный совет. Я проголодался от одной мысли об этом. Должны ли мы тоже подготовить некоторые стороны? Определенно. Простой салат и немного чесночного хлеба идеально дополнят блюдо. Звучит отлично. Давайте все приготовим и устроим фантастический пир на гриле. Урок 5. Приветствие нового члена команды. Привет, Анна. Новичок присоединится к нашей команде на следующей неделе. К чему нам готовиться? Привет, Джон, это здорово. Мы обязательно должны запланировать для них теплый прием. Согласен. Может, мы могли бы организовать небольшой приветственный обед. Отличная идея. Это отличный способ для всех познакомиться друг с другом. Именно так. Как вы думаете, какую еду нам стоит заказать? Я предлагаю несколько вариантов. Может быть, пиццу, салаты и десерты. Отлично. Все любят пиццу. Должны ли мы также приготовить несколько ледоколов? Да, забавные ледоколы помогут каждому чувствовать себя более комфортно. Я знаю несколько игр, которые могут сработать. Должны ли мы вместе провести мозговой штурм? Абсолютно. Мы могли бы начать с игры «Две правды и ложь». Это всегда весело. Это побуждает всех немного рассказать о себе. Именно так. Кроме того, это отличный способ сломать лед. Что еще нам следует рассмотреть? Мы также можем создать приветственную открытку, подписанную всей командой. Это вдумчивый штрих. Это говорит о том, что мы очень рады их видеть. Должны ли мы также кратко рассказать им о наших проектах? Да, это было бы полезно. Краткий обзор поможет им почувствовать себя вовлеченными. Отлично. Давайте убедимся, что все готовы к первому дню. Урок 6. Признание уникальности. Привет. Анна, тебе когда-нибудь казалось, что ты не всем понравишься? Привет, Джон. Да, я думаю, это естественная часть жизни, верно? Определенно. Я считаю, что важно ценить свою индивидуальность.
Именно так. Пытаться угодить всем может быть утомительно. Верно. Лучше сосредоточиться на аутентичности. Вы с этим сталкивались. У меня есть. Мне потребовалось время, чтобы осознать, что быть собой — это нормально. Это отличная реализация. Как вы пришли к такому выводу? Я поняла, что те, кто меня ценит, останутся здесь. Хорошо сказано. Главное — окружить себя людьми, поддерживающими нас. Абсолютно. Это помогает укрепить уверенность в себе и принять себя. Как вы думаете, социальные сети влияют на наше представление о себе? Да, это может создать нереалистичные ожидания. Иногда важно отключиться. Я согласен. Перерыв помогает мне снова взглянуть на вещи в будущее. Как вы обычно заряжаетесь? Я люблю проводить время на свежем воздухе. Природа всегда поднимает мне настроение. Звучит освежающе. Мне нравится читать или пробовать новые хобби. Это отличный способ принять себя таким, какой ты есть. Урок 7. Аналитика в сфере здравоохранения. Привет, Анна. Знаете ли вы, что медицинский осмотр может многое рассказать о здоровье человека? Привет, Джон. Да. Удивительно, как многому врачи могут научиться на этом опыте. Абсолютно. Как вы думаете, что самое важное? Я бы сказала, что проверка жизненно важных показателей, таких как артериальное давление и частота сердечных сокращений, имеет Согласен. решающее Это ключевые значение. показатели общего состояния здоровья. Вы когда-нибудь проходили тщательный осмотр? Да, это было поучительно. Они даже проверили мой уровень холестерина. Это важно. Высокий уровень холестерина может привести к серьезным проблемам. Именно так. А еще они посмотрели на мой МТ. Как вы думаете, это надежный показатель? Это полезное руководство, но оно не раскрывает все истории, верно? Верно. Мышечная масса и состав тела тоже имеют значение. А как насчет регулярных физических упражнений? Как это помогает оставаться здоровым? Упражнения жизненно необходимы. Это поднимает настроение и поддерживает тело в форме. Определенно. Мне нравится бегать трусцой. Это действительно очищает мой разум. Отлично. Я предпочитаю кататься на велосипеде. Это похоже на приключение. И то, и другое. Отличный выбор. Активный образ жизни — ключ к хорошему здоровью. Конечно. Кроме того, интересно попробовать разные виды деятельности, чтобы узнать, что нам нравится. Урок 8. Повышение энергии. Привет. Анна, вы заметили, как здоровый образ жизни влияет на уровень энергии? Привет, Джон. Конечно. У меня определенно больше энергии в течение дня. То же самое и здесь. Какие изменения вы внесли, чтобы повысить свою энергию? Я начала регулярно заниматься спортом. Это действительно имеет значение. Отлично. Я стараюсь есть больше фруктов и овощей. Хороший выбор.
Они содержат необходимые питательные вещества. Какие-нибудь любимые фрукты? Обожаю бананы. Они очень удобны и отлично подходят для быстрого перекуса. Бананы идеальны. Мне нравятся ягоды. Они очень вкусные и полны антиоксидантов. Ягоды просто фантастические. Вы пробовали добавлять их в смузи? Да, смузи. Это интересный способ получить множество питательных веществ. Я согласен, что ты обычно вкладываешь свои. Я смешиваю шпинат, йогурт и немного меда. А как же ты? Мне нравится добавлять овес для получения клетчатки. Это помогает мне дольше оставаться сытым. Звучит вкусно. Ты каждое утро пьешь смузи. В основном, это стало освежающей рутиной. У вас есть утренний ритуал. Мне нравится медитировать несколько минут. Это сосредоточено на дне. Это прекрасная тренировка. Мне стоит попробовать это, чтобы лучше сосредоточиться. Урок 9. Приключения в продуктовом магазине. Привет, Анна. Ты готова к нашей поездке за продуктами? Привет, Джон. Конечно. Вместе делать покупки всегда веселее. Я согласен. Мы можем эффективно справиться со списком. Что первое в вашем списке? Мне нужно взять свежие овощи. Они необходимы мне для еды. Отличный выбор. Я ищу специи для придания аромата моим блюдам. Специи могут иметь огромное значение. У тебя есть любимые? Я обожаю тмин и паприку. Они придают аромату такую глубину. Отличный выбор. Я большая поклонница базилика и чеснока. Они универсальны. Конечно. Давайте обязательно заглянем в раздел с травами. Отличная идея. И мы должны искать любые скидки на органические продукты. Абсолютно. Экономить деньги при здоровом питании– это беспроигрышный вариант. Я составлю список и посмотрю, чего они хотят. Так намного проще. Отлично. Мы будем придерживаться плана и избегать импульсивных покупок. Именно так. Кроме того, во время работы мы можем изучать новые продукты. Да, пробовать что-то новое может быть увлекательно. Я с нетерпением жду этого. Урок 10. Планирование на будущее. Привет. Анна, ты думала о приготовлении еды на неделю? Привет, Джон. Да. Заблаговременное планирование значительно упрощает приготовление пищи. Это действительно так. Какие блюда ты собираешься приготовить? Я подумываю приготовить жаркое с большим количеством ярких овощей. Звучит очень вкусно. К нему я мог бы приготовить курицу на гриле. Отлично. Мы можем комбинировать наши блюда для разнообразия. Что еще нам следует включить? Как насчет сытного супа? Он отлично подходит для остатков еды. Отличная идея. Я обожаю готовить минестроне. Он такой сытный и питательный.
Я принесу ингредиенты для этого. Как насчет закусок? Я приготовлю несколько энергетических шаров. Они полезны для здоровья, и их легко съесть. Это фантастическая идея. В течение недели у нас будет множество вариантов. Да, и это сэкономит нам время в напряженные дни. Именно так. Давайте составим список покупок, чтобы ничего не забыть. Урок 11. Проблемы с голосовым помощником. Привет. Анна, есть ли у вас проблемы с конфиденциальностью при использовании голосовых помощников? Привет, Джон. Да, мне часто интересно, насколько они нас на самом деле слушают. Это немного сбивает с толку, не так ли? Иногда мне кажется, что они слишком много знают. Именно так. Меня беспокоит, что мои разговоры будут записаны без моего ведома. Это серьезная проблема. Вы когда-нибудь меняли настройки для большей конфиденциальности? У меня есть. Я отключил функцию сохранения моих голосовых записей. Умный ход. Я также ограничиваю возможности обмена данными. Это разумно. Как вы думаете, эти помощники стоят того, чтобы пойти на компромисс с конфиденциальностью? Это непростое решение. Они удобны, но какой ценой? Верно. Мне нравится их помощь, особенно в том, что касается напоминаний и музыки. То же самое и здесь. Но иногда я думаю о переходе на ручные методы. Это может быть хорошей идеей. Чуть меньше удобства для большего спокойствия. Именно так. Думаю, все дело в том, чтобы найти правильный баланс. Конечно. Возможно, нам следует изучить альтернативы, в которых приоритет отдается конфиденциальности. Отличная идея. Есть несколько вариантов, которые ориентированы исключительно на безопасность. Урок 12. Навигация по направлениям. Привет. Анна, как лучше всего ориентироваться отсюда? Привет, Джон. Хорошо. Тогда на светофоре поверните направо на АУК. Понял. Что после этого будет дальше? После ОУКа поверните налево на Мейпл-стрит. Мейбл. Хорошо. Это улица с кофейней. Да, это отличное место для быстрого кофе-брейка. Отлично. Мне не помешала бы заряд кофеина. Как далеко оттуда? Всего несколько кварталов. Вы увидите его справа. Потрясающе. А после кофе стоит ли мне идти прямо в парк? Именно так. Просто продолжайте движение прямо, и вы найдете вход в парк. Отлично. С нетерпением жду прогулки. Есть какие-нибудь советы по парку? Принесите немного воды. Может быть жарко, особенно во второй половине дня. Отличная идея. Я позабочусь о том, чтобы избежать обезвоживания. Спасибо за указание. Урок 13. Планы занятий. Привет, Анна. Я согласен. Давайте составим план и пойдем вместе в класс на следующей неделе. Привет, Джон. Звучит как отличная идея. О каком классе ты думаешь?
Я думала об уроке рисования. Это может быть очень весело. Я обожаю рисовать. Это прекрасный способ выразить творчество. Именно так. Кроме того, мы можем вместе изучать новые методы. Да, у вас есть особый стиль, который вы хотите исследовать. Меня интересует акварель. Она такая плавная и яркая. Акварель прекрасна. Мне нравится рисовать акрилом. Она более универсальна. Это правда. Мы могли бы даже поэкспериментировать со средствами для смешивания. Отличная идея. Было бы интересно увидеть различные эффекты, которые мы можем создать. Абсолютно. Должны ли мы проверить расписание занятий и записаться? Да, давайте сделаем это. Я могу найти его прямо сейчас. Отлично. Я в восторге от этого нового приключения в искусстве. Урок 14. Радость от новой работы. Привет, Анна. Как тебе новая работа? Привет, Джон. Все отлично. Мне очень нравится дружеская атмосфера. Это замечательно. Хорошая рабочая среда имеет большое значение. Абсолютно. Все очень поддерживают и помогают. Это просто фантастика. У тебя там появились новые друзья. Да, я уже пообщался с несколькими коллегами за обедом. Звучит прекрасно. У всех вас схожие интересы. У нас есть. Мы говорили о фильмах и планах на выходные. Это приятно, что у вас есть точки соприкосновения, к которым можно подключиться. Да, это действительно делает рабочее место более похожим на сообщество. Считаете ли вы, что работа сама по себе доставляет удовольствие? Определенно. Задачи сложные, но полезные. Это важно. Чувство удовлетворения от своей роли– ключ к удовлетворению от работы. Урок 15. Необычные контракты. Привет, Анна. Вы слышали об этом необычном контракте, заключенном в Париже? Привет, Джон. Нет, я этого не сделала. Что произошло? Жертвой стал безобидный и престарелый бывший премьер-министр. Звучит интригующе. Каков был характер контракта? Это было окутано тайной, но оно вызвало множество удивлений. Могу себе представить. Зачем кому-то нацеливаться на такую фигуру? Возможно, чтобы отправить сообщение или сделать заявление о динамике власти. Это смелый шаг. Это заставляет задуматься о мотивах, стоящих за этим. Именно так. Люди могут быть непредсказуемыми, особенно в политике. Верно. Удивительно, как эти события могут повлиять на общественное мнение. Да, и они часто приводят к дискуссиям об этике и ответственности. Определенно. Интересно, как общественность отреагировала на этот инцидент. Должно быть, произошло сочетание шока и интриги. Урок 16. Климат Гавайев. Привет, Анна. Знаете ли вы,
что на Гавайях мягкий климат, несмотря на то, что они находятся в тропиках. Привет, Джон, правда. Это интересно. Почему оно такое мягкое? Морской бриз играет важную роль в поддержании комфортной температуры. В этом есть смысл. Я слышала, что здесь круглый год прекрасно. Абсолютно. Это идеальное место для активного отдыха и изучения природы. Мне бы очень хотелось побывать. Какой твой любимый остров? Я неравнодушен к Мауи. Здесь потрясающие пейзажи и водопады. Звучит потрясающе. Я слышала, что пляжи тоже невероятные. Они действительно такие. Кроме того, здесь есть отличные пешеходные маршруты для любителей приключений. Поход в рай звучит как мечта. В какое время лучше ехать? В любое время хорошо, но особенно приятна весна и осень. Мне нужно спланировать поездку. Ощущение такого климата было бы освежающим. Определенно, это уникальное сочетание красоты и комфорта. Урок 17. Корни английского языка. Привет. Анна, вы думали о том, как английский язык развивался в Северной Америке? Привет, Джон. Да. Удивительно, как оно возникло из разных европейских языков. Именно так. Иммигранты привнесли свои диалекты и культуру, сформировав английский язык в том виде, в каком мы его знаем. Это правда. Это как плавильный котел языковых влияний. Верно. Заметили ли вы какие-либо конкретные региональные различия? Да, акценты и сленг могут сильно различаться по всей стране. Конечно. Благодаря этому мне нравится, насколько жив и разнообразен английский язык. Абсолютно. Благодаря этому язык остается динамичным и постоянно меняющимся. Как вы думаете, это разнообразие обогащает учебный опыт? Определенно. Он знакомит учащихся с различными выражениями и контекстами. Согласен. Кроме того, это помогает нам лучше понять культурные нюансы. Да, язык — это мощный инструмент для общения и общения. Именно так. Изучать его историю и эволюцию очень интересно.